Как изменятся правила украинской мобилизации? Кадыров возвращает обычаи кровной мести, а в Нью-Йорке звучат взрывы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Пока Украина прислушивается к возмущенным гражданам, в РФ отлавливают мигрантов. Принудительно мобилизируют россиян, недавно приобретших гражданство РФ, а также и рожденных россиянами, но не имеющих славянской внешности. Израиль демобилизует часть войск и отведет 5 бригад домой. Эти войска сейчас распускаются по домам, а сами бригады, то есть формально переводят, я так полагаю, что на север. Россия может снова атаковать северную границу Украины. Сделает они это или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Укрепить это доверие можно, подписавшись на наши каналы, поставить лайк этому видео и оставив комментарий под ним или под другими нашими видео. Это очень важно и в новом году тоже. Поехали. В оригинальном виде нашумевший законопроект о мобилизации не будет рассматриваться Верховной Радой Украины. Об этом говорят народные депутаты сами и говорят, что будут работать над ним в комітетах і вносить много правок. Це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто уповноваженого з прав людини. Є певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників, так званого, так, тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і очевидно, якісь їхні там права можуть бути поражені. Але знову ж таки це все має бути в зрозумілий, справедливий спосіб. І ви знаєте, ці ракети, які літають над головою, найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває, загроза екзистенційна для нашої держави нікуди не зникла, але зрозуміло, що люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку на фронті з 24 лютого або були мобілізовані, або добровольці, або служили уже в Збройних силах, вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені, навчені люди. Большинство политических экспертов тоже говорили о том, что в таком виде законопроект не пустят в зал для голосования из-за большого риска его провала. Хоть президент и заявлял, что усиление мобилизации неизбежно, а издание Forbes Украина опубликовало свои предположения о том, как изменится правило брони или отсрочки. Авторы посчитали, что для брони нужно зарабатывать больше 33 тысяч гривен, это немногим меньше $1000, то есть платить в бюджет налога на 6 тысяч и 22% от заработной платы платит работодатель, как единый социальный взнос. Во втором варианте указана сумма в 35 тысяч, схема та же, а работник, которого нанял этот руководитель, должен получать около 66 тысяч гривен, это почти $2000, но грязными, то есть чтобы платить необходимую сумму в бюджет с этих денег. Предположения такие, но в каком именно виде будет законопроект о мобилизации, пока непонятно. В России тем временем этот необъявленный процесс идет. Новогодняя ночь стала для кого-то последней на свободе. Так, питерская полиция за ночь задержала более 3000 мигрантов. Они арестовывали всех и везде. На улицах, прошлись и по квартирам. Это не спонтанные действия, пишет «Новая газета Европа», а план, разработанный 3 месяца назад. И главная задача этого плана – пополнение российской армии для войны с Украиной. И не только в Петербурге. Принудительно мобилизируют россиян, недавно приобретших гражданство РФ, а также и рожденных россиянами, но не имеющих славянской внешности. Вот это правда есть. Но россиянами я заниматься не хочу и не буду. Их посольства стран, где они родились, но предали свою родину по цене патента, тоже не хотят и не будут ими заниматься, и это правильно. Люди должны осознавать, что если они получат российское гражданство, то останутся беспомощными. Что действительно есть, это попытки запугать и попытки соблазнить
тем, что тебя быстро примут в российское гражданство, и тем, что тебя не депортируют. Вот это правда есть. О том, чтобы людей избивали, как это было раньше в спецприемниках, угрожали изнасилованием, о том, чтобы людей избивали, поймав их на улицах, угрожали их уголовной ответственностью в отношении иностранцев, нет. Удар по украинскому бункеру, в котором находился якобы заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины, оказался выдумкой пропаганды. В украинском генштабе посоветовали использовать официальные источники для получения информации и не верить выдумкам, и назвали все это очередным фейком. Россия способна за несколько недель сформировать достаточный контингент для повторного вторжения в Украину через Черниговскую область, то есть с севера. Об этом говорит глава Черниговской областной администрации. Сделают они это или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят. Летают где могут, где кто-то ездит. Мы же этого не исключаем, они понимают ситуацию. Фортификация 2023 относительно фортификации 2022 года – это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию Черниговской области. Войска действительно готовы мобилизоваться за короткое время, но будут ли они это делать – вопрос открыт. К тому же северная граница Украины укрепляется все больше с каждым днем. Несколько дней назад Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ на этом направлении в том числе, говорил об установке 500 тысяч мин и об оборудовании 2 линий обороны. Поэтому это будет непростая задача. Даже для тех 19 тысяч именно такое количество якобы находится со стороны России на границе с Украиной. Кадыров вводит кровную месть в законную плоскость. Говорит, что тот, кто убил чиновника, представителя власти или туриста, и если его не смогли найти, нужно начать убивать членов семьи преступника. Если любой сотрудник заметит малейшую опасность или ему просто покажется, то он сразу должен обратить на это внимание. Неважно, кто это и чей это ребенок. Если кто-то посягает на общественную безопасность, на сотрудника или на туриста, и если мы даже не найдем преступника, то мы не будем его продолжать искать, а обязательно найдем его родственников. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим. А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него. Никакой отказ от родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи и не заберем право кровной мести. Вот так неожиданно древние традиции подбираются к России через Чечню. Кадыров к тому же предложил так относиться и к тем, кто критикует власть. В Брянске задержали москвичку, которая сожгла российский паспорт на Новый год. Следком РФ посчитал это надругательством над государственным гербом Российской Федерации. Издание «База» пишет, что задержана блогерша Евгения Хоффман. Сначала ее травили, мол, сделала она это в поддержку ВСУ. Сама Евгения это отрицает и говорит, паспорт был недействительный. В общем, оскорбили российский просроченный символ, и теперь делом займется ФСБ. Серия взрывов в Нью-Йорке, по словам местных жителей, была настолько мощной, что дрожали стекла и двери в домах на острове Рузвельта. Сдетонировало неизвестное устройство и начался пожар. На месте работали пожарные, причина взрывов пока не сообщается. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом сообщили по государственному телевидению. 5 государств с 1 января этого года начали свое участие в БРИКС. Это Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. С этого же дня страной-председателем БРИКС стала Россия, которая уже планирует саммит на октябрь в Казани. Израиль выводит часть своих военных из Газы. Несколько тысяч израильских солдат вернутся в места постоянной дислокации. Это 5 боевых бригад.
Кроме того, речь идет о частичной демобилизации резервистов, мобилизованных после нападения Хамас на Израиль 7 октября. Достижение целей войны требует длительного ведения боевых действий, и мы к этому готовы. В ближайшее время армия обороны Израиля намерена сосредоточить усилия на южном направлении ведения боевых действий, но не выпускать из внимания Хизбаллу, которая время от времени тревожит северные регионы Израиля. Вот уже неделю как идет зачистка. Основные боевые действия в секторе Газа переместились в центр и в большей степени даже на юг сектора Газа, вот город Хан-Юнис и его окрестности. А север уже очищен от террористов, там уничтожены все бригады Хамас, там остались только некоторые группы в туннелях, некоторые группы таких вот террористических партизан-крыс, которые там прячутся, собственно, для того, чтобы их ликвидировать, не нужны большие соединения, вот именно на севере сектора Газа. Соответственно, эти войска сейчас распускаются по домам, а сами бригады, вот, то есть формально переводят, я так полагаю, что на север. Между тем, на юге сектора Газа продолжаются активные боевые действия. Действительно, есть огромное давление со стороны западных союзников относительно того, как Израиль ведет эту войну. Наземная операция в секторе Газа продолжается уже более 2 месяцев, и израильские военные говорят теперь о переходе войны в следующую фазу, которая, в свою очередь, продлится еще 6 месяцев. На этом все. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. И я жду ваших комментариев, как обычно, под этим видео и под другими нашими видео. Жду ваших лайков, репостов, любой реакции. Любая реакция важна. Показывает Ютубу, что это видео интересно, а Ютуб, в свою очередь, показывает это видео остальным другим пользователям Ютуба. До встречи и хороших вам новостей.